что, доброе утро, добрый день, зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и со мной сегодня Евгений, канал Лесной Кот 63. Всем привет! Не обошлось без тяжелой артиллерии, как говорится, поэтому сегодня мы вдвоем здесь, в каменном доме, и грандиозные планы. Мы хотим здесь сегодня переночевать. Но для этого не мешало бы сделать хотя бы одну стену и что-то сделать с лежаком, со вторым. Насчет крыши пока спешить не будем. Ну, если будет получаться, быстро процесс рабочий пойдет, то может быть, и крышу начнем делать. Посмотрим. Проблема вся в том, что бревна напильные уже есть. То есть это хорошо, это не проблема. А проблема в том, что они находятся на склоне этой горы. То есть сейчас нам надо будет оттуда все это дело спускать. В общем, предстоит тяжелая работа. А пока мы попьем кофе. И в то же время вы можете себе налить кофе, чай, нарезать бутерброды. Желаем вам приятного просмотра. Погнали. Фух, залез по склону. И сейчас очень важная задача у меня стоит. Нужно обвязаться за дерево. И веревку скинуть туда вниз к Женьку, чтобы он мог забираться по веревке. Да и вообще, чтобы мы могли по веревке забираться. А бревна лежат вот здесь, за этими кустами. И потом будем их скидывать вниз. Обвязываюсь. Натяни ее только. Ага. Давай, залази и сделаем я. Да, чтобы меньше нагрузка была. Ну все, оба залезли. Теперь мы идем за бревнами, которых здесь огромная куча. Ну как огромная, порядка 65 штук. Заготовили мы их с Серегой. Сережка-поварешка, тебе спасибо за помощь. В следующий раз, возможно, кстати, он приедет. Посмотрим. Полундра. Чуть послабже. Ну что, дорогие друзья, бревна практически все остались в живых.
Ну, за исключением там 2-3 штук, возможно. Потому что все-таки такой полет выдержит не каждое бревно. Женька спускается, жара сегодня стоит, почти 30-ник. Пожалуй, можно ополоснуться. Я не знаю насчет купаться, но ополоснуться точно, совершенно точно стоит. Сейчас все бревна соберем в кучку, снимем с них, уберем сучки и уже как-то начнем думать, как выложить стену. Единственное, что еще, 3-метровое и 4-метровое бревно осталось там на склоне, его попозже спустим, ну их попозже спустим, ближе к вечеру. Ну а сейчас небольшой перекур и продолжаем опять дальше заниматься строительством, реставрацией дома. Ну, кстати, удачно побросал ты их. Почти все приземлилось как надо. Часть уже даже спустилась, а часть застряла там. Ну, тут уже близко. Я слышал звон, одно бревно ударяло по другим, они покатились. Да-да, они, наверное, как раз вот много и покатились сразу. Перекур. Перекур. Все мы прекрасно знаем, как трудно найти хорошую работу. В свое время я поработал и грузчиком, и менеджером, и директором. Поэтому я знаю, что это такое поиск работы. И хочу вам порекомендовать хорошее рекрутинговое агентство HR Profi. Ищете работу или подработку на неполный рабочий день? Тогда вам точно нужно обратиться в эту компанию. Они сотрудничают с десятками компаний по всей стране. И работа найдется для каждого. Даже для студентов и приезжих. В агентстве работают десятки опытных менеджеров, которые подбирают работу под ваши требования. Уникальность услуг и преимущество перед конкурентами. Широкий спектр предложений для разных профессиональных сфер. Подбор вакансий на неполный рабочий день. Даже как подработка. Не стоит затягивать. Переходи на сайт HR Profi и измени свою жизнь к лучшему прямо сейчас. Переходи по ссылке в описании к этому видео и связывайся с ними для консультации. Возникла идея следующего характера. Я долго на самом деле думал, как сделать стенку здесь. Вот эту вот 4-ю, да. Много было комментариев. Давай типа забетонируй. Давай там армированной сеткой гору закрой. Всем этим комментаторам я хочу сказать спасибо большое за советы. Но слушать я их не буду. Будем делать максимально экономно и максимально эффективно, насколько это возможно. То есть вкладывать сюда большие средства, и не только финансовые, а физические, лично я не намерен. Мы сейчас просто выкладываем бревную вот так вот стену, немножко здесь засыпаем землей, делаем дополнительные распорки, которые будут упираться в противоположную стену, и здесь тоже будет упор упираться тоже в противоположную стену. Соответственно, вся вот эта вот стена будет держаться за счет той стены дома. И если вдруг каким-то образом произойдет какое-то обрушение, то, соответственно, все это будет давить на ту стену дома.
И как бы, если он сложится, то он уже сложится окончательно. Давай, лучше изнутри. Сейчас перекинуть, да? Еще чутка. Входи. О, отлично. Стену выложили. И сейчас Женек тренируется, выкладывая печку из кирпичей, которые там есть. Дело в том, что, как вы знаете, ну, наверное, многие из вас знают, что он тоже сейчас строит землянку. И совсем скоро ему предстоит работа по выкладыванию печи. Я не знаю, какую печь он хочет сделать, но, насколько я понимаю, наверное, кирпичную. И поэтому как бы сейчас потренируется, чтобы потом удивить вас в своей землянке. Кстати, если вы не подписаны на канал Евгения, то подписывайтесь. Канал Лесной Кот 63, и там будет совсем скоро построена самая лучшая землянка 2024 года. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии.
Вот и второй лежак готов. Сейчас сделаем окно, хотя бы такое черновое. Ну, в принципе, здесь все черновое, да, то есть всегда можно будет доработать, доделать. То есть вот лежак есть, можно в следующий раз прийти, либо привезти нормальные доски, застелить, либо просто подровнять хотя бы. То есть сегодня по времени немножко горим, нам же еще здесь и заночевать надо, поэтому вот это отпиливать мы не будем, выравнивать, фиг с ней. Сейчас еще мою кровать прикрутим. И можно что-то наподобие столика здесь сделать. Порядок навести, вот эти кирпичи куда-то уберем. И в принципе пора бы уже, наверное, пообедать. Все, комарят доливает. Прикручиваю свою лавку. И наводим здесь порядок. Можно даже примерить. Ну, нормально. Отлично. Вот столик только как организовать теперь. Надо подумать, как-то вот, чтобы он, наверное, здесь был. И не подвесной, и... Ну, тут бетон тоже сюда как-нибудь поставить, какие-нибудь ножки прикрутить. Поперечины. И что-нибудь положить. Делаем из того, что есть. Цель этого проекта, в принципе, попробовать восстановить из самых таких подручных материалов. Сами видите, то есть ничего здесь сверхъестественного нет. Единственное, может быть, потом, впоследствии, стены можно было бы, да, заштукатурить, к примеру. Но это уже когда-нибудь, там, когда на сплав, например, пойдем, можно мешочек один взять было бы так чик-чик. Да, одну-две стены. Ну да, там насколько хватит, и заштукатурили бы. Еще и печку хочется затопить. Обязательно затопим. Да. Приятного аппетита! Стоп!
супер. Супер. Но мы молодцы. Ну, крыша есть. Можно ходить уже, все. Главное не упасть только. Потом, Не провалиться. ну да. Не, доской зашьем, в принципе, вот. Прям вот так. Пустим доски, да и все, и хватит. Следующим рейсом, Да. Не, доски. может быть, шаг побольше, почаще надо было сделать. Я хрен его знает. Ну, где-то 40 сантиметров 40, наверное, здесь. Да хватит, чать. Я думаю, да, хватит. Плюс доски еще будут и Нормально, да. бревна тоже не жерди, нормально. Ну да, там 15 сантиметров 200-м гвоздем забивали, конечно. Да, с глаза. Выдержит. Оползень даже если будет, Да я тоже так думаю. выдержит. Единственное, я бы все-таки подпорку вот здесь бы поставил, вот на центральное бревно. Под центральное бревно, вот под это. Пусть Ну, лучше в будет. дальнейшем, да, можно в середину вкопать и подпорку. Да. Осталось пробить еще несколько жердей, но мы не стали их бить по одной простой причине. Чтобы их бить, надо подпиливать вот те бревна на 4-й стене. Потому что бревна, вот эти вот прожилины, да, они ложатся не только на то бревно, которое висит на задней стене, да, а еще и на вот эти вот короткие бревна, которые держат стену от обрушения. Ну, в любом случае, я думаю, конструкция как минимум года 2 должна выдержать. Ну, и будем надеяться, смотрю на гору, что оползень не затронет, и все будет в порядке. Моемся, умываемся, чистимся, все вещи раскладываем и затопим печку. Ну и, конечно же, будем готовить вкусный ужин. Кто бы мог подумать, что сегодня у нас будет здесь работать печь. Да, конечно, она дымит, но ничего страшного, крыши у нас тоже нет. Зато сейчас камни прогреются и будут отдавать свое тепло
Правда, куда все будет уходить тоже. Ну ладно. В следующий раз, если натянуть вот тент на крышу, то действительно можно будет и печку эту подтапливать по чуть-чуть. А тепло. Уже прям здесь, да? Да. Вот и не дымит, ничего. Да. Вон первый дым немножко был, потом ушло, все. А так где-то и поддерживать его. Да, не сильно. Да, был бы тент, тут у нас тепло. Вообще Ташкент был, прям тент бы накрыли, да. Вот такая вот печурка у нас сегодня. Класс. Все по походному. Да. Ну тут целый дом уже. Осталось только доской зашить крышу, тент бросить и все. Приходи и живи. Ну что, пришло время поужинать наконец-то в этом уютном, теплом каменном домике. И сегодня на ужин будут овощи, огурец, помидоры и мясо, говядина, стейки говядины, жареные на сковороде. Ничего сложного, все по походному. Главное, чтобы было мясо, ну и овощи. Сейчас приготовлю, поедим и будем любоваться звездным небом. Крыши-то у нас здесь нет, и, соответственно, можно наслаждаться пейзажами ночными, смотреть на печурку, как в ней горят дрова. Да и окно теперь уже тут есть, можно и туда любоваться, смотреть, выглядывать и искать глазами проплывающие мимо корабли. Вкуснятина. Очень-очень вкусно. Мясо. Что-то я не раз пробовал. Первый кусочек вроде готово. Но не пойму, насколько сочно. Попробуем. Самое то. Отлично. Стейк из говядины. Отличный, просто великолепный ужин. После такого хорошего трудового рабочего дня. Хлеб еще хочу попробовать. Такой поджаристый прям. Приятного аппетита всем. А хлеб вообще, лаваш обалденный получился просто. Вкуснятина. Ешьте вместе с нами. Заговариваю сейчас. Ешьте вместе с нами.
Берите еду, нарезайте бутерброды, накладывайте салат, если они у вас есть. Ну, короче говоря, приятного аппетита. С добрым утром. Проснулись. Ночка, конечно, была так себе. Вроде бы тепло, все отлично. И печь топилась, грела. Но кровати, лежаки очень жесткие. Плюс комары покоя не давали. То есть без крыши, конечно же, плохо. И не хватало подушки. Да, и подушки тоже. Ну, короче говоря, я не знаю, я за ночь, наверное, раз 10 просыпался прям что-то. То на один бок, то на второй, то потом баржа какая-то мимо проходила. Короче говоря, звукоизоляции никакой нет. Но в этом и свои плюсы есть. Лежишь, тут кто-то там пролетит, кто-то шумит. Утром вон чайки что-то начали там драться из-за еды или из-за чего, я не знаю, там что-то они орут. Рыбку не поделили. Да. Что, завтракаем. Дел-то много здесь, но материала никакого у нас нет. То есть, надо зашивать крышу доской, класть рубероид, я так думаю, потом уже тент, и потом можно небольшой слой земли даже насыпать, там сантиметров 5, прям чуть-чуть так. Ну, просто чтобы был, и чтобы травой заросло впоследствии. Но ничего этого, соответственно, ни досок, ни рубероида, ни тентов, ничего этого нет. По-хорошему, наверное, пену можно будет в следующий раз взять и прям запенить места, где какие-то щели, вот эти дыры большие есть. Вот. Ну и какие-то систему распора какую-то надо будет придумать, чтобы все друг друга распирало. То есть сейчас дождей нет, ни осень, ни весна, да. То есть, по весне обычно грунт сходит, когда там вместе со снегом. Я не думаю, что что-то здесь обвалится, пока простоит и так, но в ближайшем будущем, да, там, как минимум за лето надо будет все здесь продумать и усилить. Завтракаем и пойдем домой. Вам спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. И канал Лесной Кот 63. Зовут Евгений. Да. Всем пока. Пока-пока.
Аккуратней, чуть не убил.